Каждого нового флагмана OnePlus мы ждем с нетерпением, у него много фанатов. Сейчас мы находимся в Лондоне, здесь очень шумно, и здесь только что показали OnePlus 6 в 3 цветах с монобровью. Давайте обсудим в более тихой обстановке, насколько хорош этот флагман. И вот именно, что устройства были уникальными, но OnePlus 6 стал другим. Все характеристики были известны давно, еще до презентации. Это Snapdragon 845, от 6 до 8 гигабайт оперативной памяти, от 64 до 256 встроенной памяти. И сегодня, 16 мая, все подтвердилось здесь, в Лондоне. OnePlus 6 получил полностью новый дизайн, и теперь он не похож на iPhone 7 Plus. Но теперь он похож на всех китайцев и всех корейцев. Вырез спереди, стеклянный корпус спереди и сзади, кстати, Gorilla Glass 5, и алюминиевая рамка. Сзади расположилась камера вертикально, 2 глазка с приближением. Все как положено, есть сканер отпечатков пальцев, он по-прежнему такой же молниеносный, ну и, конечно, Face Unlock. 0,4 секунды, заявили на презентации, один из самых быстрых в мире. На всю переднюю панель растянулся AMOLED-дисплей с соотношением сторон 19 к 9, с вырезом под экраном, уже сказали об этом 3 раза, разрешение 2280 на 1080 пикселей. Похож он спереди и на Oppo R15s, в принципе, на базе этого телефона и сделан, а также на Huawei P20. А вот сзади вроде как все уникально, все сами придумали и выглядит действительно неплохо. Правда, глянцевый и пачкается сильно, хотя есть 3 цвета. Это матовый белый, матовый черный и глянцевый черный. Я бы взял матовый белый, самый прикольный, но матовый черный тоже смотрится очень неплохо. К большому сожалению, смартфон не получил защиту от воды и пыли по стандарту IP68 или 67, плюс у него нет беспроводной зарядки, хотя слухи ходили, но, к сожалению, вот эти фундаментальные вещи, которые очень нам нужны, ну их просто нет. Зато осталась быстрая зарядка, Dash Charge, в комплекте есть специальный адаптер. В общем, все как вы любите. И батарейка на 3300 тоже осталась от OnePlus 5T, так что не стоит ожидать, что телефон будет хорошо держать. Ну, до 9-10 вечера его должно хватить. В качестве операционной системы заявлен Android 8.1 с оболочкой Oxygen. Остались жестные управления, как на iPhone 10, стало чуть-чуть удобнее. Свайп снизу домой, свайп справа или слева назад, а если потянуть вверх и задержать, то включается многозадачность. В принципе, удобно сделано, но кому не нравится, можно обратно включить обычную навигацию Android. Смартфоны начнут продаваться 21 мая, причем только в черных цветах. Эксклюзивный белый цвет в ограниченном количестве будет доступен только 5 июня. И сразу покупатели смогут установить себе Android P. Бета-версия уже доступна, хотя нужно понимать, что не все функции там могут быть, которые есть в Pixel 2. Но попробовать можно, и это очень приятно. Переходим к камерам 16 и 20 мегапикселей. Один глазок с приближением двухкратным оптическим. Надеюсь, в этот раз нас не обманули. Заявили много новых фишек. Портретный режим стал работать лучше, он стал работать быстрее. Уже сейчас видно, что фокусировка быстрая. Плюс для видео заявили супер slow motion. Это, конечно, не 960 кадров, как на Samsung, всего 480 в разрешении 720p, но зато может писать целую минуту. Плюс портретный режим. Для размытия добавили разных новых фишек. Можно размыть как звездочками, так и сердечками. В общем, для девочек это все подойдет и понравится. Вообще, всю презентацию говорили, что телефон очень быстрый, и он действительно очень быстрый. Сравнимо с Pixel 2, может быть, даже чуть быстрее. И все характеристики сразу показали, не стали нас этим мучить, рассказывали, наоборот, про какие-то уникальные фишки. Ну, телефон вот действительно, если бы там не было этого моноброви, он был бы классным. Но сейчас он похож на всех других китайцев, и это действительно странно. Плюс не стоит забывать, что в продаже появится лимитированная версия с изображением Мстителей, с логотипом. В общем, тоже можно будет купить. Уже OnePlus не первый год этим балуется, но тоже, наверное, прикольно. К большому счастью, да, джек остался, вы можете подключить наушники, хотя второе устройство, которое OnePlus показали, это собственные беспроводные наушники, которые будут стоить всего $69. Их причем потестили звезды. Вряд ли, конечно, все это было не наиграно, но хочется верить, что у них действительно хороший звук, все-таки поддержка IPTX HD, они дешево стоят и выглядят как Beats X, только чуть длиннее. Ну и последним вопросом остается цена. OnePlus всегда были убийцами флагманов за приемлемую цену, и с каждым годом они становились все дороже и дороже. И вот OnePlus 6 стоит от $529. За максимальную версию просят на $200 дороже, и это уже уровень флагманов. Так что купить? В общем, нужно об этом подумать, потому что за эти деньги можно действительно взять тот же Pixel или даже iPhone. Уже 10 можно, в принципе, за эти деньги найти. Так что будем думать, будем тестировать и расскажем вам о всех впечатлениях позже в полноценном обзоре. Напишите о своих впечатлениях, особенно интересно мнение тех, кто любит OnePlus, кто покупает его, и станут ли эти люди брать новый телефон с вот этой челкой. Плюс, какие цвета понравились, welcome в комментарии. А это мой друган, он не умеет говорить